Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сегодня утром руководство организации по борьбе с преступностью и коррупцией в лице Никиты Михалкова, актера Александра Домогарова и товарища Бастрыгина поздравили россиян с величайшей победой в мире преступности и коррупции над вышестоящими эшелонами власти и российского шоу-бизнеса. После 2 месяцев упорной борьбы, судебных тяжб и сбора доказательств удалось полностью доказать вину бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, который обвиняется по нескольким направлениям, среди которых получение крупных денежных взяток, поставка некачественного оборудования в зону спецоперации и незаконная финансовая деятельность на территории Российской Федерации. Сегодня утром в 9:00 по местному времени бывший министр обороны Российской Федерации был отправлен в СИЗО города Москвы. Теперь он вместе со своим товарищем, бывшим заместителем Тимуром Ивановым, в скором времени предстанет перед судом, где ответит за свои преступные деяния. Однако на этом происшествия не закончились. Спустя несколько часов после отправки Сергея Шойгу в следственный изолятор была взята под стражу его старшая дочь Юлия Сергеевна Шойгу, которая будет обвиняться вместе с отцом по аналогичным преступлениям. К слову сказать, что на данный момент практически вся семья Сергея Шойгу имеет проблемы с законом и находится под арестом. Это зять Сергея Шойгу, известный блогер и спортсмен Алексей Столяров, сам министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, его дочь Юлия Шойгу, а младшая дочь министра обороны Российской Федерации Ксения Шойгу пока находится под следствием. Однако по данным антикоррупционного комитета в скором времени она также может оказаться в женском следственном изоляторе. Надо отметить, что несколько дней назад в жизни министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу произошли 2 семейные драмы. 2 его сына, молодой российский певец и блогер Даниил Шойгу, а также известный московский бизнесмен Сергей Шойгу, трагически ушли из жизни. Они также обвиняли в совершении тяжких преступлений. Молодой певец Даниил Шойгу погиб в результате побега из следственного изолятора города Москвы, а бизнесмен Сергей Шойгу погиб в своей квартире при трагических обстоятельствах. Стало известно, что помимо ниже перечисленных преступлений Сергея Шойгу, бывшему министру обороны Российской Федерации, может быть предъявлено еще одно обвинение. Вчера вечером было совершено нападение на министра обороны Российской Федерации и заместителя антикоррупционного комитета Андрея Ремовича Белоусова. Андрей Ремович Белоусов серьезно не пострадал, и преступники пока не задержаны. Однако у органов полиции товарища Бастрыкина и антикоррупционного комитета существует версия, что в данном преступлении могут быть замешаны генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и Сергей Шойгу, который таким способом попытался свести счеты с Андреем Белоусовым. После ареста Сергея Шойгу и практически всей его семьи Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым начала немедленный арест и конфискацию имущества, недвижимости и финансовых счетов данной семьи. В общей сложности у Сергея Шойгу, его зятя Алексея Столярова, дочерей Юлии и Ксении Шойгу было арестовано на территории России, ближнего и дальнего зарубежья 144 квартиры, 27 особняков и 14 вилл, которые располагались в таких странах, как Германия, Греция, Испания, Франция и Италия. Помимо этого стало известно, что семье Сергея Шойгу при оформлении через подставные лица принадлежит целое состояние. Несколько автопарков, где находится более 1000 иномарок премиум-класса, 37 легкомоторных самолетов, 14 вертолетов и даже 2 поезда.
которые оснащены по самому последнему слову техники. По данным прессы и антикоррупционного комитета, в ВИП-поездах семьи Сергея Шойгу находятся ВИП-купе, вагоны-рестораны, комнаты отдыха, фитнес-залы, телевидение, Wi-Fi и многое другое. К слову сказать, что и в женских следственных изоляторах города Москвы и Санкт-Петербурга на данный момент находится много публичных личностей. Это супруга пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Татьяна Навка, телеведущая Елена Малышева и Людмила Нарусова. Все они обвиняются по нескольким направлениям, среди которых превышение своих должностных полномочий и ведение незаконной коммерческой деятельности на территории Российской Федерации. Помимо этого, в данный момент дочь пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Елизавета вместе со своим супругом находится во Франции в местах лишения свободы. Она отбывает наказание сроком 15 лет за финансовое мошенничество в особо крупном размере. Ну и по традиции последние новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Со вчерашнего вечера в Москве при помощи антикоррупционного комитета и товарища Бастрыкина объявлена операция «Перехват». Разыскиваются трое преступников, которые вчера вечером совершили нападение на министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова в тот момент, когда он находился в своем гараже около дома. Начальник Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин и Никита Михалков дали времени до конца сегодняшнего дня, чтобы найти исполнителей и выйти на заказчиков преступления. Команда Никиты Михалкова сняла с должности заместителя министра культуры Российской Федерации Игоря Евгеньевича Бусыгина. Именно этот чиновник отвечал за скандальный концерт певицы Глюкозы в Красноярске. Чиновнику был сделан строгий выговор. Есть вероятность, что он отправится и под арест, если будут обнаружены другие правонарушения. Сегодня утром на Кунцевском кладбище столицы члены антикоррупционного комитета вместе с Михаилом Пореченковым простились с родной дочерью артиста, которая несколько дней назад попала в ДТП и ушла из жизни вчера вечером. Сотрудники организации приносят глубокие соболезнования своему товарищу и известному артисту. Сегодня день памяти известного советского и российского киноактера, кинорежиссера, артиста и сценариста Александра Кайдановского. Александру Леонидовичу Кайдановскому могло бы исполниться 78 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.